Жестоки ли люди? Жестоки. И это факт, доказанный историей и самой нашей жизнью. Люди способны на многое. Но вы даже не представляете, какая бездна ужаса, изощренной жестокости и садизма кроется в омутах космоса. Я решил обнародовать эти сведения, потому что никто не может сегодня чувствовать себя в безопасности. Все человечество может стать одним большим подопытным кроликом в руках внеземного разума, лишенного эмпатии, сочувствия и самого мизерного сострадания. Повторяю, опасность всеобщая. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Эти документы попали ко мне из спецхранилища Министерства здравоохранения и социальных служб США. Сначала я не придал им значения, просто оставил для дальнейшего анализа и разработки. Но то, что скрывалось за стройными рядами типографских букв и цифр, повергло меня в шок. Мне и сейчас трудно писать и говорить об этом, но я должен. Ради вас, ради будущего нашей планеты. Расставаться было тяжело. Маленькая Юнь Фэй хотелось заплакать, но она смотрела на строгое лицо отца и никак не решалась. Девочка прижималась детской щечкой к теплому, родному животу своей бабули и все-таки заплакала. Отец пятилетней девочки принял окончательное решение. Они, то есть маленькая Юнь Фэй, три ее старших брата, мама и папа переезжают из небольшой деревушки Ченкан в 40 километрах от гор Хуаньшань в США, а именно в Нью-Йорк. Отец Юнь Фэй говорил об Америке как о каком-то чуде, стране исполнения всех желаний, государстве миллиона возможностей, где каждый китаец может запросто стать бизнесменом и богачом. Бабушка слушала слова своего зятя, только кивала головой, соглашалась, а потом говорила соседкам, что ее зять, скорее всего, чпокнулся на голову. Итак, переезд состоялся. Мечты рухнули практически сразу. Семья поселилась в Нижнем Манхэттене, в Чайна-тауне, в небольшом заброшенном домике, без отопления. Маленькой Юнь тогда показалось, что они перелетели из Китая в Китай, только дома намного выше и наряднее, чем в их Ченкане. Все это произошло 14 лет назад. 14 лет спустя, 2014 год. Предоставьте мне медицинский формуляр. Юнь Фэньхунь, 19 лет, проживающий по адресу угол Пэл Дойерс, 13. Надо же. А она с Чайна-тауна, хотя все вполне логично. Скотт Санторини, глава специального исследовательского центра, сидел в своем кабинете и отдавал распоряжение своему заместителю. Вся машина закрутила шестеренками. Началась работа. В клинику Ленокс Хилтон в Нью-Йорке были направлены спецагенты, которые сделают все как надо. Скотт Санторини отпил кофе. Если что, то переводите ее в наш исследовательский центр, под наркозом, разумеется. Все нюансы с Ленокс Хилтон я утрясу сам. Соблюдайте секретность. Спустя 2 суток в Вашингтон. Санторини в белом медицинском халате вошел в светлую палату. Воздух едва-едва пах лекарствами и цветами. Система вентиляции работала великолепно. Он подошел к койке и мягко дотронулся до руки спящей девушки. Та открыла глаза, посмотрела по сторонам, увидела перед собой врача, и ее глаза наполнились слезами. 19-летняя Юнь Фэнь отвернула лицо. Санторини взял стул, пододвинул его к койке и присел. «Доброе утро, мисс Фэй. Как вам спалось?» Он держал доброжелательный, заботливый тон. «Все плохое для вас миновало. Вы в надежных руках. Здесь вам ничего не угрожает». Девушка вытерла глаза ладонями и повернулась к врачу, прошептала едва слышно: «Спасибо». «За вами хорошо ухаживают? Обезболивающие помогают?» Юнь Фэй кивнула головой. «Для составления анамнеза я должен задать вам несколько вопросов, мисс Фэй. Извините, это моя работа». Санторини развел руками, стараясь казаться проще. «Вы готовы?» Фэй снова кивнула и еще раз досуха вытерла глаза, оправила на себе белое одеяло и увидела цветы на тумбочке неподалеку. Санторини перехватил ее взгляд. «А это принес один парень из медперсонала. Хотел сделать вам приятное. Вы ведь настоящая красавица». Девушка попыталась улыбнуться. Санторини смотрел на ее опухшее кровоподтеками лицо и поправил свою маску. «Давайте начнем». Из показаний потерпевшей. Потерпевшая Юнь Фэньхунь, 19 лет, китайского происхождения, пережила групповое изнасилование в одном из кварталов Чайна-тауна. Описывает злоумышленников как 2 огромного роста негров, такого же огромного китайца. Словесный портрет прилагается.
Из заключений врачебной комиссии Ленокс Хилтон. Пострадавшая доставлена в бессознательном состоянии, обширная кровопотеря, множественные гематомы и разрывы половых органов с трансматочным повреждением. В перспективе летальный исход. Санторини сочувственно покачал головой и задал вопрос. «Это все, что вы можете вспомнить?» Заплаканная Фэй была готова впасть в истерику. «Это все. Я уже много раз повторяла. Оставьте вы меня от меня уже наконец. Единственное, что я хочу, это чтобы меня все оставили». Санторини встал и вышел из палаты, не говоря ни слова. Направился в свой кабинет и вызвал дежурного врача из исследовательского отделения, где находилась Юнь Фэньхонь. Врач явился незамедлительно, и Санторини, по привычке касаясь подбородка, отдал следующее распоряжение. Подопытная Юнь Фэй пребывает в предистеричном состоянии. Возможен срыв, я так думаю. Сейчас введите ей седацию. После наступления фазы глубокого сна введите ей спецпрепарат, который позволит расширить ее сознание, снять блокировки и выяснить обстоятельства ее похищения. Извините, сэр, думаете, все-таки был контакт? Санторини высокомерно усмехнулся. Ну, разумеется. Препарат подберите на основании проведенного комплексного обследования слизистых, крови и лимфы пациентки. Результат томографии головного мозга готов? Готов. Тогда действуйте, не теряйте времени. Из официального отчета главы специального исследовательского центра Скотта Санторини. Юнь Фэй, далее подопытная, дала показания в фазе глубокого сна под воздействием группы гиперноотропных психотропов. Далее привожу выдержку из диктофонной записи показаний. Я не могла пошевелиться. Все вокруг казалось каким-то ненастоящим, кукольным. Потом обстановка вокруг меня стала меняться. Я лежала на холодном столе с раздвинутыми ногами и руками, звездочкой. Я не могла, я не была связана, но не могла свести руки и ноги. Я потеряла способность видеть и почувствовала острую, нестерпимую боль внизу. Через мгновение я увидела громадное, ящероподобное существо, крокодила на прямых ногах. Неподалеку находились еще два таких существа. Далее запись прерывается. Подопытная начала впадать в состояние психотического шока, снят медикаментозно. Они были одеты в немного вздутые комбинезоны, как в фильмах про космонавтов и инопланетян. Потом я снова потеряла способность видеть. Сколько прошло времени, я не помню. На мгновение я очнулась. Нестерпимая боль. Но вдруг боль начала отступать. Я перестала чувствовать свое тело. Мне становилось легко, спокойно. И я очнулась в клинике Ленокс Хилтон. Выводы из полученных сведений. На основании исследований и опроса подопытной делаю следующие выводы. Первое. Подтвержден факт агрессивного вагинального вторжения. Подобные случаи расследуются. В настоящее время на территории США зарегистрировано 8 пострадавших, 5 женщин и 3 мужчин. Данный факт дает сделать предположение о либидо ящероподобных существ. Далее наги. И возможности получать удовольствие от полового контакта естественным путем. Половой контакт был сопряжен с садистской жестокостью. Возможно, суть в рептильном мозге нагов. Поясню, у представителей Homo sapiens зона удовольствия и зона жестокости соседствуют в рептильной области головного мозга. Поэтому люди иногда находят удовольствие в садизме. Вероятно, возможность получения удовольствия у нагов всегда связана с проявлением садизма. Второе. Первоначальное свидетельство подопытной, данное в клинике Ленокс Хилтон, дает возможность предполагать, что в ее разум были вложены фальсифицированные воспоминания. Вероятно, наги обладает мощными психогенными технологиями внушения. Случай не является уникальным, за исключением 2 факторов, которые считаю ключевыми. Первое. После похищения и изнасилования подопытная получила медицинскую и психологическую помощь от неустановленных инопланетных сущностей. Ранения, полученные подопытной, не предусматривают выживаемости ни в краткосрочном периоде, ни в отложенном. Делаю вывод о том, что она была найдена некими сущностями, идеи которых подчинены принятым на нашей планете общечеловеческим идеям гуманизма. Отвергая факт оказания помощи в клинике Ленокс Хилтон. Ее выживание доктора в клинике считают чудом. Второе. Подопытная беременна. Несмотря на ранний период и короткий промежуток времени после события, ультразвуковое исследование выявило в матке подопытный кокон, сформированный эндометриальной тканью. Кокон обеспечивается системой кровоснабжения в зачаточном виде.
Наблюдается 24 часа в сутки под ультразвуковым контролем. В перспективе исследования эмбриона гибрида от представительницы Homo sapiens и нагов. Специальный агент Джон Войтович просматривал отчет, хмурился. Такие случаи были и раньше. Но это первый случай, закончившийся беременностью. До этого пострадавшими были белые женщины, несколько мужчин и одна японка. А забеременела именно китаянка. Парадокс. Они, наверное, и от молочного коктейля могут забеременеть. Потому их и наплодилось более 1,5 миллиарда. Войтович усмехнулся. Специальный агент взял шариковую ручку и написал на каждой странице отчет о Санторини. Проект «Дитя». Взять в оперативную и исследовательскую разработку. Заброшенная космическая исследовательская база неустановленных инопланетных сущностей. 12 тысяч километров от Ганимеда, спутник Юпитера. Юнь Фэй не могла понять, где она находится. Не могла пошевелить руками и ногами, свести их. В душу вползал страх. «Я что, связана?» Девушка снова попыталась свести руки и ноги, но это ей не удалось. Вдруг Фэй поняла, она полностью обнажена. Ценой невероятных усилий Юнь Фэй смогла оглядеться. Неизвестная обстановка, небольшое продолговатое помещение, непонятные приборы вдоль стен и в самих стенах. Своды помещения закруглялись к потолку. Было стойкое ощущение, что это где-то уже не на земле. Это все сон, просто кошмар. Сейчас я сильно зажмурю глаза и проснусь. Но кошмар не прекратился. «Как я попала сюда?» Фэй вспоминала, как шла по улице, свернула к своему дому на Пейл-Дойерс 13 и ощутила мощный удар в затылок. Вспышка света, чувство движения, и она очнулась здесь. Вдруг перед ней, как бы материализуясь из пустоты, выплыло громадное существо с какими-то круглыми, желтыми рептильными глазами, не выражающие эмоций. Глаза насекомого. Существо было похоже на прямоходящего крокодила, выше 2 метров. Когтистые лапы, вытянутая нижняя и верхняя челюсть. Существо приближалось, и издавая скрежет и пощелкивание. Фэй не смогла сдержать крика от страха. Существо остановилось и повернулось к 2 таким же громадным прямоходящим крокодилам. Указала пальцем на Фэй и снова что-то проскрежетало. Ей даже показалось, что они смеются таким образом. После Фэй потеряла способность видеть происходящее, а осталась только способность чувствовать. Через какое-то время девушка очнулась. Было темно и холодно. Существа куда-то испарились. Вернулась способность двигать руками и ногами, но сил совершенно не было. Сознание то прерывалось, то вдруг снова всплывало из омута забытья. Отдаленным чувством девушка ощущала, что с ней рядом кто-то есть. Светлое облако, из которого едва слышно раздавался звук статического электричества. Облако обволокло девушку, и боль ушла. Потом снова движение, вспышки света и пробуждение уже в клинике Ленокс Хилтон. Ее изнасиловали. 2 здоровенных негра и китаец. Но подробно их лиц она не смогла описать. Навязчиво в памяти всплывало, как после изнасилования ее наотмашь ударило крокодильем хвостом. То ли в зоопарке или террариуме. Войтович взял мобильный телефон и позвонил генеральному секретарю НАСА Чарльзу Болдену. Руководил НАСА с 2009 по 2017 год. Дождался ответа. «Добрый день, господин Болден». Болден поежился, Войтович отчетливо почувствовал это через расстояние. «Добрый день. Чем обязан?» «Подготовьте через 3 дня снимки Ганимеда. Задействуйте Хаббл». «Что? Мне плевать на бесперспективность исследований Ганимеда. Вы прекрасно осведомлены, что нас интересует объект 13Z0720, а не атмосфера и грунты. Через 3 дня снимки должны лежать у меня на столе». «Отлично». Окончив разговор, Войтович достал свой блокнот, раскрыл и жирно подчеркнул одну из записей. Объект 13Z0720. Ганимед. Спутник Юпитера. Предположительно, замаскированный объект внеземного разума. Исследование невозможно по техническим причинам. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе «О канале». Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня.
Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.